Так, всем доброго раннего утра, дорогие мои друзья. Я сегодня хочу вам подарить очень сильную работу, которая вас буквально может вытащить из бездны. Я уже говорила и повторяюсь. Чистки могут помочь человеку остановить на время губительную вещь, которая на них наведена. Проклятие, порча, родовое, печать. До того времени, пока будут готовы, пока найдут мастера, который у них это снимет, знающего мастера. Чистки могут помочь при менее значительных наведенных вещах, при зависти человеческой, при каких-то временных трудностях. А если уже очень давняя порча, и она где-то потеряла силу, хотя, знаете, иногда бывает, что давность порчи, наоборот, усиливает, потому что добивает человека полностью и берет над ним власть. А бывает, что давность порчи как бы позволяет считать, что человек уже расплатился, немного ослабевает, и поэтому иногда убирается вот такой вот чисткой, которую я вам дарю. В любом случае, эти чистки очень нужны людям, и тем, с которыми я работаю, и вообще людям всю жизнь. Приходится время от времени обновлять эти чистки, усиливать себя, потому что вокруг нас люди несовершенны, люди завистливые, люди могут навредить, люди захотят испортить то, что у тебя есть, то, что ты создал, и многое иное. Поэтому эти чистки, дорогие друзья, они очень нужны. Они все время будут вам помогать, убирая эту злую энергию, открывать вам дороги. Вот к чему их дарю. Почему их так много? Потому что каждому человеку подходит индивидуально к его энергии определенная чистка. Даже генетическая память здесь играет роль. Иногда чистки Вуду подходят людям совершенно из севера. И почему так получается? Потому что генетически, может быть, предки были из южных стран. Но в течение тысячелетий они уже видоизменились, да, и живут на севере. Но генетика, генетическая память, генетическое древо, энергия предков, она узнает себя в этом. И вот человеку помогает вот такая чистка, например. Итак, дорогие друзья, вот эту чистку можно проводить людям только 3 раза в году, не чаще. Она способна просто поменять полностью на 180 градусов все обстоятельства в вашу пользу. Но она сложная. Сложная именно поэтому дано провести не каждому. Именно поэтому сильная. И это нужно заслуживать. Во-первых, нужно найти все, что здесь есть. Я стараюсь дать людям работы попроще. Я стараюсь как бы подгонять под обычного человека, усилив больше словами, чем ингредиентами, для того, чтобы человек мог сделать это, не особо утруждая себя. Но здесь вам придется найти все эти травы и все остальное. Во-первых, зеркало. У меня здесь черное обсидиановое зеркало. Обычный человек может взять и обычное зеркало. Во-вторых, восковые свечи. Свечей может быть 6-7. Смотря сколько потратится. Черные обязательно искать, найти черные свечи. Самим делать не знаю. Далее,
Соль. Здесь черная соль. Вы можете использовать белую соль. Обычную. Вообще лучше крупную соль. Морскую, без никаких добавок. Именно соль. Трава могильник. Могильник вообще считается усилителем работ в магии. Полынь. Воск скатать нужно, дурман траву. Здесь готовое есть, я взяла. Итак, травы. Могильник, полынь, дурман трава. Дурман траву нужно скатать в воск и поставить как свечу. 9-10 черных свечей. 2 черные восковые свечи впереди ставятся. Благовоний. Фимиам можно. Можно даже ладан, потому что это древний благовоний, и еще до создания религии ладан существовал. Поэтому, когда некоторые говорят, что ладаном можно напугать древние силы, мне, конечно, смешно, однако. Сейчас, секунду. 3 дня пост бескровный. Мясо не есть. Это обязательное условие. Черная ткань. Черный алтарь. И вот кусок черной материи, в который нужно все завернуть. Тихо пусть. Это очень сильная работа, потому что здесь призываются демоны. 13 древних имен демонов. Самые тяжелые ситуации в жизни. Его надолго хватает, поэтому 3 раза в году вполне достаточно, поверьте мне. Сейчас я оживлю это благовоние и продолжу. Далее. Котелок для сжигания трав, потому что оно вам понадобится. Я покажу, как это будет проводиться, и вы, естественно, будете делать так же. Зажигаем свечи. Здесь секрет в том, что вы призываете зеркальную силу. Делайте это в сумерки или ранним утром, когда темно еще пока. Призывается зеркальник, дух зеркальный. С зеркалами осторожнее. Не делайте ничего сами. Следуйте полностью инструкции, потому что зеркало, зазеркалье – это определенный мир, сокрытый мир от человеческих глаз. И в этом мире есть свои правила, и нарушитель этих правил может очень жестоко расплатиться. Зажигаем свечу с дурман травой. 2 черные свечи. Читаем 13 раз, следуя тому, что я делаю. Капая воск, сжигая траву и так далее. Это все по ходу увидите сами. Осторожнее, поскольку ритуал очень сильный, осторожнее с огнем. Да, забыла, извиняюсь, сказать, что еще из черного воска делаете куклу. Что происходит? Вы отдаете зеркальнику все то, весь тот вред и все это адово состояние, в которое вас вогнали ваши недруги. И все это уходит за зеркали и на эту куклу. То есть остаточное вот это все снятое уходит через вот эту куклу, через вольт, в зазеркалье, оно забирает. А это, считайте, что впитывающее
определенное, впитывающее, похоже на человека, нечто, да, которое, ну, оживить вольт вам не надо в этом случае, потому что вы не практики, вам это ни к чему. Здесь немного более другая техника. После всего, отдавая вот этой кукле, этой фигуре человека, повторяющие ваши бедствия, ваших врагов и так далее, вас в том числе, потому что через вас уходит туда, на него. Ваш двойник, скажем так, да, некто, на кого вы перекидываете и отдаете через него зеркальному миру. Соль, я уже вам говорила, почему соль часто используется в ритуалах, потому что кристаллы соли считается, что они забирают все плохое. Ведь мы же солим мясо или что-нибудь еще там, продукты, потому что соль втягивает туда все это вот гниение, вот этот вот процесс разложения, все такое. Соль в себя втягивает, да, и не дает портиться продукту. Точно так же соль имеет особенность втягивать в себя все плохое. Значит, соль посыпали по кругу, по двум сторонам. Положили траву, воск скатали, дурман, траву и зажгли 2 свечи. Они должны догореть. Благовоние, котелок или какой-нибудь другая емкость какая-нибудь, куда потом нужно кидать это все. Свечи для освещения, черный алтарь и ткань. Маленький кусок ткани, который вам здесь будет нужно. Итак, начали. Сначала держите, читайте, потом сделайте то, что я покажу. О зеркальник, рожденный луной, от солнца скрытый, в тати потусторонней сокрытый, священным пламенем свечи я тебя призываю, да в мир людей вызываю. Двери тайные открываю, тропой древней, дорогой верной, приди на мой зов. О зеркальник, дитя луны, стражник тьмы, здесь я и ты, и порча черная, и печать адская, да людское проклятие, да страшное заклятие, да злая молва, что назвала, что не назвала, голова будет кружиться. Все забери с меня, да верни моим врагам. Забери с души, с сердца, с тела и разума. Уйди, адова печать, к духу зеркальному. Зажигаем по ходу чтения. Там, в темных глубинах, лежи, слепыми глазами гляди, да обратные пути не найди. Черный огонь горит, пылает, адову печать с меня выжигает, и сердце проклятие вынимает. Из души тоску забирает, из головы вычищает. Постарайтесь сделать так, чтобы вот оно так, да, горело, но чтобы у вас потом алтарь не сгорел. Меня от злой силы освобождает. Врагам моим все возвращает через силу архаической тьмы, через духов хранителей врат вечности.
Алхазур, Сиак, Абисак, Вахшам, Дев, Вишап, Аждахак, Урубах, Хемсу, Шамши, Ниат, Дирхан, Хуфу. Заклинаю тебя, зеркальник, их именами и наказываю исполнить сказанное. Да будет так. Еще раз. Сначала зажигаем свечу. Держим, когда вызов. Так 13 раз. А потом начинаем траву зажигать и кидать сюда. Если начнет сильно сгорать, пылать, кидайте сюда. Это специально котелок, чтобы на всякий случай обезопасить себя. Потому что работа сильная. Будет кружиться голова, поэтому немножко трудно произносить. Особенно перед камерой. Ну, ничего страшного. Нужно так нужно. Начали. О зеркальник, рожденный луной, от солнца скрытый, в тати потусторонней сокрытый. Священным пламенем свечи я тебя призываю. Да в мир людей вызываю, двери тайные открываю. Тропой древней, дорогой верной, приди на мой зов. О зеркальник, дитя луны, стражник тьмы. Здесь я и ты, и порча черная, и печать адская, и людское проклятие, да страшное заклятие, да злая молва, что назвала, что не назвала. Все забери с меня. Да верни моим врагам. Забери с души, сердца, с тела и разума. Уйди, адова печать, к духу зеркальному. Там в темных глубинах лежи, слепыми глазами гляди, да обратной пути не найди. Черный огонь горит и пылает, адову печать с меня выжигает, из сердца проклятие вынимает, из души тоску забирает, из головы вычищает, с меня от злой силы освобождает, врагам моим все возвращает. Через силу архаической тьмы, через духов-хранителей врат вечности, Алхазур, Сиак, Абисак, Вахшам, Дев, Вишап, Аждахак, Урубах, Хемсу, Шамши, Ниат, Дирхан, Хуфу, заклинаю тебя, зеркальник, их именами. Исполни сказанное, да будет так. Скажу, пока не забыла. На вечный вопрос отвечаю. Могу ли я сделать вместо мужа, сына и так далее? Не можете. То, что можно читать для них, просить ради них, я это вам говорю, объясняю и так далее. Но в остальном они сами должны проявить уважение к силам и попросить. Если они не хотят или не верят, или они в это все, вообще им это не интересно, значит, они недостойны спасения и помощи от этих сил. Вы не ведьма. Вы не имеете права за кого-то это делать. Вы за себя-то делаете с опасением, а вдруг там неправильно что сделаете. А тут вы берете на себя ответственность за кого-то читать. Неважно, родной это человек или нет. Не имеете вы на это права. Следующий вопрос. На какую луну читать, на какую луну делать? Я на этот вопрос тоже устала отвечать и специально сняла
ролик про Луну, чтобы всем все стало ясно. Если я про Луну не говорю, значит, Луна здесь не играет никакой роли. Поэтому прекращайте, пожалуйста, строить из себя знатоков и профессоров магии. Продолжим. Некая адская смесь получилась. Аж вольт мой, видите, растворился почти. Теперь зажжем это здесь. Потому что здесь предостаточно. Итак, далее. Последний раз прочитаю и достаточно. Вам нужно будет читать 13 раз. Скажу, что потом делать в конце. О зеркальник, рожденный луной, от солнца скрытый, в тате потусторонней сокрытый, священным пламенем, свечи, я тебя призываю, да в мир людей вызываю, двери тайные открываю, тропою древней, дорогой верной, приди на мой зов. О зеркальник, дитя луны, стражник тьмы, здесь я и ты, и порча черная, и печать адская, да людское проклятие, да страшное заклятие, да злая молва, что назвала, что не назвала, все забери с меня, да верни моим врагам. Забери с души и сердца, с тела и разума, уйди, адова печать, к духу зеркальному. Там в темных глубинах лежи, слепыми глазами гляди, да обратные пути не найди. Черный огонь горит и пылает, адовую печать с меня выжигает, из сердца проклятие вынимает, из души тоску забирает, из головы вычищает, меня от злой силы освобождает. Врагам моим все возвращает. Через силу архаической тьмы, через духов-хранителей врат вечности. Алхазур, Сиак, Абисак, Вахшам, Дев, Вишаб, Аждахак, Урубах, Хемсу, Шамши, Ниат, Дирхан, Хуфу. Заклинаю тебя, зеркальник, их именами. Исполни сказанное. Да будет так. Вот эту всю траву постарайтесь сжечь. Ждать, пока эти свечи догорят. Ну или, по крайней мере, основная часть их догорит. Это все собрать вот в этой черной материи. И закопать. Сверху оставить 13 монет, отвернуться и уйти. Закопать в безлюдном месте. И эту работу можно делать 3 раза в году, когда у вас просто безысходность, когда у вас тяжба и прочее, прочее. Далее. Луна в этом ритуале значения не имеет. Этот ритуал, кроме себя, никому вы не вправе делать. Когда Яна освободится, она всегда печатает текст, и она подробно все напишет под роликом, как и что делать. И у вас уже вопросы не возникнут. Всем удачи и пользуйтесь во благо.